Добрый день! Сегодня я решила немного освежить свою летнюю сумку и сделать роспись акриловыми красками. Буду рисовать вот такие фиолетовые тюльпаны и хочу поделиться с вами процессом этого преображения. Давайте начнем. Перед работой сумку обезжирим жидкостью для мытья стекол. Я рисую не с головы, а использую референс замечательной американской художницы Билли Шоу. Эскиз рисуем на кальке простым карандашом. Мне не захотелось зеркалить рисунок, поэтому я обвожу его еще раз с обратной стороны. Готовый эскиз прикладываем к сумке и с нажимом проходимся ручками стихийно по всему рисунку, переводя рисунок на поверхность сумки. Мне кажется, что это лучший способ перенесения рисунка на кожу. Сперва я наношу световые пятна, намечая объем будущих лепестков. Прорабатываем головки тюльпанов, работая фиолетовым, розовым и синим темным цветом. Белилами обозначаем светлые участки, а черной и фиолетовой краской углубляем тени. После того, как мы закончили с формой цветов, добавляем детали. Многократными повторениями, тонкими штрихами прорабатываем каждый лепесток. Начинаем работать с полутонами, где-то в середине лепестка. Затем с одной стороны уходим в тень, а потом добавляем свет и в конце прорабатываем блики. Используем те же три оттенка, придавая четкость и в то же время плавность перехода. Я работаю кистью номер 3. Можно работать единичкой, но тройка набирает на себя больше краски. Кисть лучше взять синтетическую или нейлоновую, потому что белка слишком мягкая для акриловой краски, а клонок просто жалко убивать акрилом.
Продолжаем добавлять детали лепесткам. Не забываем, что у лепестка есть толщина, и каждый из них имеет собственный неповторимый изгиб. Самое главное здесь – многократное повторение и работа очень тонкими штрихами. Впервые я столкнулась с этой техникой при посещении Императорского фарфорового завода. Она привела меня в полный восторг, но когда мне объяснили, как добиться этого эффекта, все оказалось проще, чем я думала. На фарфоровом заводе это называли техникой под волосок. Она только кажется сложной. Главное, много-много терпения и одинаковых движений полусухой тонкой кистью. В отличие от акварели, где также можно использовать подобная техника, акриловая краска позволяет легко исправить ошибки, если ты где-то переборщил с тенью или, например, задал слишком сильный блик. Просто сверху можно пройтись еще раз, притеняя или высветляя. Таким образом, прорабатываем все бутоны цветов. Переходим к зелени. Я использую оксид хрома, белила, желтый темный и буквально капельку черной краски. Стебли нет необходимости прорабатывать так тщательно, у них более гладкая фактура, чем у лепестков. Главное не забывать про их объем. В открытых цветах рисуем пестики и тычинки. Как мы будем закреплять? Можно покрыть рисунок лаком, но моя краска очень прочно держится и она совсем не липнет. Поэтому я просто тщательно прогреваю рисунок феном, чтобы акрил высох на 200% и еще прочнее сцепился с поверхностью. А вот и готовый результат. Сумка приобрела новый стильный дизайн и стала по-настоящему летней. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых мастер-классов. И, пожалуйста, творите с удовольствием!